Привет, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Да, фотоловушка моя висела тут очень долго, и что-то интересное она сняла. Но давайте не будем забегать вперед, посмотрим кадры с фотоловушки несколько позже. Ну а пока дойдем до дома под землей и посмотрим масштаб бедствия. Как вы помните, в прошлой серии мы убегали, можно сказать, от потопа, от наводнения. И как бы не было печально, но может быть это и последние кадры из этого дома. С успехом убежали. И что самое интересное, за домом под землей я следил на протяжении всего времени нашего отсутствия. Дело в том, что мы повесили фотоловушку с единственной сим-картой, с единственным оператором связи, который здесь ловит 2G. То есть там две палки буквально. Но это позволяет отправлять в режиме онлайн фотографии. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Скоро вы все узнаете, что же произошло с нашим домом под землей. Смотрите, вода здесь, вода там, и вода даже там, где было поле с земляникой. Все-таки подмыло. Смотрите, да? Размыло. Но пока ничего такого критичного я, слава богу, не вижу. Интересно, докуда же она была? Я так думаю, наверное, по окно. То есть, судя по фотографиям, которые я получал, вода была выше, чем сейчас, где-то, наверное, почти на метр. Запотевшие стекла. Вон, видите, запотевшие стекла, да? Ну, а сюда придется потом подсыпать песочек еще. Ну, что тут? Ничего страшного, ладно. Капец. Да, кошмар. Все перевернуто, все вещи, все бутылки, лавки, даже масло вон для бензопилы, дрова. Все, что могло всплыть, оно всплывало. Да, конечно, просто жесть. Да, друзья, беда пришла и в мой дом под землей. Вода еще стоит пополам, сантиметров 5, наверное, есть. Не сверху полов, а под ними, то есть еще есть вода. Периодически что-то булькает, там, тут. Даже не знаю, с чего начать. Я думаю, наверное, имеет смысл в первую очередь, конечно же, затопить печь. Затопить печь и хотя бы навести порядок. Все сложить по местам.
По мере подсыхания песка на полу его можно будет подметать, сгребать и выносить на улицу. Ну и, соответственно, помещение будет просыхать с работающей печкой. Радует, что дом затопило всего лишь где-то на полметра, то есть вот по уровню колена моего. Это еще не самое страшное, что могло бы произойти. Ладно, на самом деле не все так печально. Дом не упал, конструкцию дома не повело. Ну и есть положительные моменты. Во-первых, прижился мох на доме, как я понимаю. Во-вторых, очень много технической воды появилось. В-третьих, я не удивлюсь, если сюда зашла рыба, и здесь можно будет рыбачить. Но, конечно, огромный минус, что комаров летом будет просто мама не горюй. Ну, ничего страшного. Поставлю метку для того, чтобы было понимание за сутки, находящиеся здесь, насколько уйдет вода, либо вообще она не уйдет. И это болото останется здесь до того момента, пока не придет сильная жара и потепление. Ладно, понеслась. Иногда люди пишут мне в комментариях, приходишь в свое строение и давай каждый раз убираться. Причем я хочу сказать, что я это порой делаю несколько раз за поездку. Просто вы это не всегда видите. Ну, согласитесь, приятно находиться в чистом доме, в квартире, либо ехать на чистой машине. Кстати, недавно у меня появилась мойка высокого давления Борт. И теперь свою машину я тоже могу намывать постоянно.
Мне, например, очень понравилось наличие длинного шланга 10-метрового и возможность работы мойки высокого давления борт, как из трубы под давлением, так и из ведра. Также радует огромный выбор аксессуаров и в том числе сразу в коробке с мойкой. Все они унифицированы и имеют быстросъемные крепления, которые подходят и к мойкам других брендов. Кстати, тоже помыть машину, очистить днище картеры, помыть дорожки, сайдинг, опрыскать деревья, обновить деревянную веранду, помыть гараж. Все это можно сделать с мойками борт. Есть большие, есть маленькие, есть с водяным охлаждением, есть с понижающим редуктором, что повышает давление. Есть те, что могут даже работать от инвертора в автомобиле, чтобы этот же автомобиль и помыть, если, например, у вас на даче или в гараже нет электричества. Ультракомпактные, супермощные, разные. Гарантия 5 лет. Прикольная фишка, есть возможность сдать в трейд-ин свою технику и получить 20% скидку на любой товар или любое количество товаров один раз в их фирменном магазине. Это просто божественно. Сдал старую болгарку, а купил 5 новых моек со скидкой 20%. Огромная куча аксессуаров с таким креплением для моек борт продается на всем известном китайском сайте. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео. И, конечно же, закреплю в комментариях. В доме вода еще стоит, поэтому смысла нет вот здесь убирать песок. Как только я начинаю его убирать, вода начинает поступать в дом. Тогда меняю планы, тогда я все там убираю, навожу порядок вот ровно до этого столба, да? Потому что там воды уже нет, и, она есть под полом, как бы, да, но я имею в виду на поверхности ее уже точно нет. И, в принципе, там даже можно помыть, наверное, полы. Открываю окно, одну створку снимаю я, чтобы циркуляция воздуха получше была. Каким-то образом кровать себе подготовлю, чтобы было где сегодня переночевать, где спать и приготовить вкусный ужин. Ну а здесь уже, в принципе, грязь высохшая, как я понимаю, и ее можно прямо вот так вот стряхнуть, да и все, аккуратненько. Отлично. Смотрите, что нашел под кроватью лейку. В том году мы ее сюда привозили для того, чтобы поливать мох, на случай, если он не приживется. И идея возникла такая: поливать на полы струей воды и
сразу же щеткой эту воду куда-нибудь в сторону убирать. Давайте попробуем, мне вот самому интересно. По идее, вот я водой поливал из ведра, и она, грязь уходит. То есть, сами видите, да, полы чище становятся. Ну, потому что ждать, когда вся эта грязь высохнет, она же еще и втопчется потом, правильно, в доски в эти. И уже еще тяжелее будет ее отмыть. Поэтому лучше, конечно же, сейчас вот сразу помыть полы, хотя бы там, где не подтапливаются они водой. Решил я прогуляться все-таки до земляничной поляны, посмотреть. О, ничего себе! Вот это да! Обалдеть! Слушайте, ну, я так думаю, сюда можно прямо на байдарке заплывать. То есть вот здесь вот припарковаться. А вон там печка дымит. Ну а здесь неужели рыба не зашла? Может, зашла все-таки? Представляете, было бы классно, да, здесь рыбачить. В том году по осени где-то здесь я на дерево облокачивал хорошую такую доску, которую можно было бы использовать под лавку. Сейчас планирую ее найти. Надеюсь, она сохранилась сухая, не развалилась, не гнилая, да. И такое подобие лавочки сделать, чтобы вечером можно было посидеть у костра. Потому что погода позволяет. Я не знаю, сколько сейчас градусов. Может быть, я просто поработал так хорошо и согрелся. Но я думаю, все равно очень тепло. Градусов 15 точно есть. А, вон, кстати, доска. Как же хорошо, когда в лесу тепло. Очень я соскучился по теплой погоде уже, чтобы просто вот так вот сидеть и вдыхать ароматы лесные. Еще комаров сейчас пока нет, слава богу. А их тут будет, ой, как много. А в том году я еще помню слепни, оводы. Ну, это уже где-то в конце июня начались. Еще, кстати, спонтанная идея возникла буквально вот после моего похода сюда по мокрому снегу, в снегоступах, да, когда я шел там 4 часа по лесу. Еще возникла идея построить какое-то небольшое строение по середине маршрута от того места, где я ставлю машину, до этого дома, да, то есть какую-то маленькую, может быть, лачушку такую, где там, к примеру, зимой можно было бы отдохнуть, согреться, либо даже, может быть, вообще заночевать, если там, ну, мало ли, метель началась,
и уже утром выдвигаться сюда дальше, да. Я думаю, для меня это точно было бы интересно, и я думаю, я это осуществлю, эту идею. То есть она спонтанно возникла не так давно и предполагает небольшое время на реализацию. Такую чисто, чтобы пришел, заночевал, ушел, как ночлежка. Что я еще вспомнил? Сегодня, когда пришел сюда, увидел вот эту вот, как ее сказать, выбитый напором воды поддон душевой, да, и кучу песка под ним. Я задумался, знаете, над чем? Что если бы вот этот канализационный слив был закрыт, то, может быть, вода-то в дом бы и не попала. Кстати, вот видно, что вода-то была прям вот здесь, вот видите, да, разделение мха. То есть один темный мох, а вот там вот посветлее. Вода была вот так вот. То есть она была ниже окна. Все, солнце зашло за горизонт практически уже. Надо быстрее заниматься костром. Дней, наверное, 5 назад в нашей области ввели пожароопасный режим. Ну и, соответственно, костры разводить в лесу нельзя с 15, по-моему, апреля по 15 октября. Будем считать, что я нахожусь не в лесу, а на болоте. Потому что рядом есть вода, и если что, я всегда могу потушить этот костер. Дрова сырые, дымят. Казалось бы, вроде бы, да, ничего не сделал. Пришел там в 12 часов сюда. То за одно схватился, то за другое, а время-то уже 8. Я решил поэтому сейчас посидеть у костра, приготовить еду, вкусный ужин. А уже завтра продолжить уборку помещения. Как раз за ночь вода немного еще уйдет, внутри помещения еще просушится, и я смогу, наверное, полы
практически во всем доме отмыть. Единственное, конечно, в душевой комнате, там песка вот такая вот гора. Все по-простому. Картошка в фольге на углях. И мясо сейчас топором нарежу более мелкими кусками. И тоже в фольге его запеку на углях. Посыплю специями. Ох, какой дым. И оно приготовится. Сегодня такая вот топорная еда. Нож забыл. И смех, и грех. Пошел в лес, уехал на большое расстояние от своего дома, от своей квартиры, без ножа. Без ножа, но с топором, поэтому хотя бы так. Так что не пропадем.
Живем. Поначалу, когда я сюда приехал, было прям, мягко говоря, очень грустно и печально. А сейчас ситуация кардинально изменилась. Помещение уже намного меньше стало пахнуть сыростью. Очень жарко. Половина дома относительно чистым стало. Ну и добрался я до кровати. То есть в прошлый раз, когда мы с Серегой приезжали сюда, привезли вот эти маты теплоизоляционные, но руки до них не дошли. А сейчас прямо самое то. Спать я сегодня буду как король. Еще и жарко прям стало тут до ужаса. Просто, я не знаю, градусов, наверное... Ну да, что-то 25 показывает, около 25. Ну а завтра встану со свежими силами и уже с удовольствием, наверное, надеюсь, смогу убрать хотя бы полностью в помещении, где мы ходим. Ну а душевую уже оставлю на следующий раз, на следующий приезд. Мясо уже готово. Великолепно. Самое главное, что мясо не сырое, прожарилось. Чуть-чуть суховато, но в условиях того, что у меня только топор, а ножа нет, и лук топором не нарежешь аккуратно. В итоге шашлыка у меня не получилось сегодня, а вот такое вот блюдо топорной кухни, мясо в фольге. Хотел, кстати, сказать, что не забывайте про магниты, ну, если кто-то, конечно же, хочет прислать. Дело в том, что мне уже еще 3 или даже 4 магнита прислали, но я их сегодня не взял. Сами понимаете, почему. Я не знал, что меня здесь ждет. То есть, может быть, я бы пришел и ушел. А там были магниты, еще и банка сгущенки, и, по-моему, книжка была. Ну, короче говоря, было что принести сюда и показать, и рассказать вам об этом. Но я это сделаю в следующий раз. А если вдруг кто-то хочет прислать свои магниты из своего города, то, конечно же, делайте это. Найти вы можете мой адрес в телеграм-канале. Пишите в телеграм-канал, просьба указать адрес, куда отправлять магнит. И я вам, соответственно, отвечаю. Буду наслаждаться вкусным ужином. Вам тоже желаю приятного аппетита, если вдруг вы голодны и дошли до холодильника и взяли какую-то еду. Вода ушла. Метка, которую я вчера оставлял, и вода отдалились друг от друга примерно на полметра. Тенденция и темпы ухода воды меня радуют. То есть за сутки она отступила на полметра.
Соответственно, через неделю, если мы приедем вдвоем с Женьком, вода, наверное, уж на метр-то точно отойдет от дома, и в доме уже 100% под полом воды не будет. Хотел бы обратиться к вам. Может быть, вы дадите мне какой-то совет, что лучше сделать с домом на следующий год, чтобы избежать таких проблем. Мне кажется, имеет смысл попробовать вбить сваи такие, да, то есть вокруг дома, особенно перед фасадной его частью. Ну, например, то есть вот что-то наподобие вот таких вот бревнышек, только повыше, там с метр, концы заострить топором и вбить их в песок. Это поможет удерживать грунт от размытия. А второе, вот эту вот сливную канализацию просто перед весной закрывать, закупоривать, герметизировать напрочь. Да, по сути, зимой, может быть, она и не совсем нужна, но посмотрим. Как минимум перед весной нужно ее загерметизировать и закрывать, чтобы вода в дом не поступала по вот этим трубам внутрь помещения. Сейчас хочу через окно выкидывать песок из второй половины дома. Прежде чем это сделать, я постелю тент на подоконник, чтобы аккуратненько все это происходило и не было никакого песка, потом опять, чтобы он на раму не попал, да, и не загрязнял ее на подоконник. Но прежде всего попью кофейку, одну чашечку, может быть даже две. Утро без кофе у меня не начинается. А как у вас? Напишите об этом в комментариях. Хорошо. Да, с одной стороны, грустная история, дом затопило, а с другой стороны, удалось совсем справиться, и ничего страшного с домом не произошло. Еще одно посещение, подмести, убраться, навести порядок, просушить его, и дом будет в полном порядке, готов к встрече гостей, друзей, родственников и так далее. На этой позитивной ноте хотел бы сказать вам спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки под этим видео, не забывайте писать комментарии. Ну и если кто-то еще не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь. Кажется, дождь собирает.
Пока-пока.